Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание подушке, поговорим о том, что нельзя делать с подушкой, какие есть правила, как правильно нужно обращаться с подушкой, чтобы не только ваш сон был прекрасный, сладкий, но также чтобы в вашей жизни всегда были только изобилие, достаток и благополучие. Давайте вместе с вами будем во всем этом более детально разбираться. Вы знаете, подушка есть у каждого человека в доме, и мы контактируем с ней на протяжении каждого дня и даже не задумываемся о том, что делать это нужно правильно, так как есть возможность привлечь с ее помощью в свою жизнь, например, неприятные события, ненужные энергии и лишиться того, что есть в жизни на данном этапе. Когда-то подушек не было в таком изобилии, поэтому люди часто попадали в неприятные ситуации, когда передавали подушку из поколения в поколение, так как вместе с ней передавались и энергии, которые она накопила. Если на ней было пролито много слез, значит и последующие поколения проходили через трудности, когда приходилось лить слезы, а если на ней кто-то умирал, такая подушка, переданная по наследству, могла даже разрушить жизнь того, кому доставалась. Человек мог начать очень сильно болеть или же во время сна затеряться между двух миров, из-за чего происходили проблемы и с психикой, и человек переставал понимать, где он находится. Такая жизнь, как вы понимаете, была разрушена. Нам с вами все-таки больше повезло, так как в наше время это уже не дефицит, и мы имеем возможность менять подушки периодически и настолько часто, как это нам позволяют наши финансы, или же возникает само желание это сделать. Не стоит использовать подушки, которые передались по наследству, потому что они напитаны различными вибрациями, которые будут привносить в вашу жизнь различные энергии, влияния, а вы должны жить своей собственной жизнью, строить свои планы, создавать свои этапы, на которые никто не будет влиять со стороны, пусть даже и не специально. В остальных случаях человек сам ощущает, когда приходит время менять его подушку. На данном этапе у него портится сон. Он не может подолгу заснуть, начинает преследовать бессонница, ночные кошмары, и после сна будет даже болеть голова, шея, ощущаться дискомфорт во всем теле и усталость. Может быть и такое, что у подушки появится неприятный запах. Это еще и способно указать на то, что ваша подушка во время сна притянула разрушительный негатив, который вы где-то подобрали, впитали. Это может быть как проклен, так и порча, поэтому в таком случае нужно от подушки моментально избавиться, а вам сразу же при помощи окуривания энергетически сильными травами очистить свое биополе. Если вы не ощущаете потребности менять подушку, ее просто хотя бы раз в год нужно отдавать в чистку, чтобы обновлять ее и наполнитель и притягивать подушки новые светлые энергии, убирая ненужные энергии, которые она пусть и не в больших количествах, но вбирает. Также это обезопасит вас от того, чтобы вашу подушку никто не подложил подклад, который способен перевернуть вашу жизнь с ног на голову, лишить вас самого дорогого, а вы даже знать не будете, что ж стало для этого причиной. Если даже вы считаете, что в ваш дом вхожи только доброжелательные люди, вы не можете это с легкостью проконтролировать, так как не знаете, что на самом деле у них на сердце, а значит и предугадать негативные действия вы также не можете. Очень часто те люди, кого мы считаем близкими, причиняют вред с помощью подушки, так как знают, что она способна быстро начать действовать, разрушая биополе, а подклад не получится легко найти. В таком случае он делается на проблемы со здоровьем, на потерю работы, на то, чтобы распалась семья, ослабло биополе и, конечно же, на одиночество. Подушки в таких случаях можно найти и булавку, и шпильку, и резинки, волосы, ком шерсти, кусочек шкурки, различные нитки, ржавую проволоку, ткань с вышитым каким-то символом, мак, крупу и так далее, и так далее. Поэтому стоит не лениться и раз в год ее очищать физически. Но, конечно же, и энергетически. Для этого нужно в каждый угол подушки ставить по церковной свече, затем поджигать веничек из веточки лаванды, мяты, розмарина и окуривать ее тщательно, проговаривая при этом такие слова:
слова: «Подушка, ты моя ночная подружка, мысли мои ощущаешь, в ночные грезы сопровождаешь, комфорт создаешь, сон сладкий шлешь, энергии сильные впитай, меня ними во время сна окружай». Чтобы помогали от зла и неприятностей, защищали, биополе укрепляли. Свечам нужно полностью дать догореть, после чего выбросить, а веточки вынести на природу и оставить там, где не будут ходить люди. Они будут передавать вам сильные энергии. После такой чистки вы быстро будете ощущать разницу. Сон станет крепким, сладким, нежным, никакие неприятные мысли не будут наполнять вашу голову. Хороший отдых вам обязательно обеспечен. Обязательно нужно придерживаться всех народных примет, которые связаны с подушкой, чтобы потом не жалеть о том, что то, чего вы не желали, пришло в вашу жизнь и будет расстраивать вас и вгонять в депрессию, и тем самым будет перекрывать доступ хороших и светлых энергий, которые нужны вам для полной, как физически, так и энергетически наполненной изобилия жизни. Нельзя спать и на двух подушках. Это ни к чему хорошему не приведет. Для молодой и незамужней девушки такой, казалось бы, безобидный поступок обеспечит одиночество. Для молодого человека это притянет проблемы в общении. Ему трудно будет находить с окружающими людьми общий язык. Он станет замкнутым, растерянным. А для замужней женщины это привлечет конфликтную ситуацию в семью. С супругом начнут возникать недопонимания, ссоры, отношения разладятся. Если такое действие будет делать супруг, то утратит влечение к своей второй половинке, из-за чего также будут недопонимания и размолвки. У каждого члена семьи должна быть обязательно своя подушка. Не стоит ложиться на другую, даже если вашей второй половинки на данном этапе нет дома, так как если у вас есть секреты, человек, которому принадлежит данная подушка, может увидеть их в вещем сне. И может это привести к тому, что вы узнаете тайну, которая вас сильно расстроит. Если лечь на чужую подушку в субботу, то могут возникнуть денежные проблемы, которые затянутся даже на некоторый период. Не стоит класть спать на свою подушку ребенка, так как у взрослых больше проблем. Они контактируют постоянно с разными людьми, и если один из родителей впитает негатив, принесет домой, подушка его впитает, то в такой момент данная подушка, когда на ней будет спать ребенок, передаст этот негатив ему, из-за чего у него начнут происходить разные неприятности. Может человек плакать, капризничать, не захотеть ходить в садик, школу, даже может начать болеть. Если у вас распались отношения со второй половинкой, не стоит оставлять в доме подушки, на которых вы спали, так как ваша личная жизнь остановится на данном моменте. Ничего нового и хорошего в нее не придет. Вы постоянно будете с грустью возвращаться в прошлое. Но в результате через время возведет вокруг вас такую вот, знаете, энергетическую стену из негативных энергий. Это же правило касается и одеяла, постельного белья, так как эти вещи очень сильно напитываются энергетикой людей. Спальное место также стоит заменить. Если же такой возможности нет, проведите сильную энергетическую чистку в полнолуние. Но никогда не позволяйте ни на свою, ни на супруга подушка никому ложиться, так как это приведет к изменам или к тому, что между вами появится человек, который своими сплетнями, злословием вас разведет. Для этих целей должны быть гостевые подушки, на которых не должен спать никто из членов семьи вообще, чтобы особенная энергия вашей семьи, которая получается в объединении энергии всех членов семьи, не смешивалась с посторонней. Если таких подушек у вас нет, обзаведитесь ними. Лучше потратить деньги на них, чем потом время, силы, при этом как жизненные, так и энергетические силы на то, чтобы восстановить то, что вы потеряли. А может быть и такое, что восстановить уже просто-навсего не получится. Никогда не спите ни с кем, ни при каких обстоятельствах на одной подушке. Для этого есть две причины. Первая – это приведет к серьезному конфликту. Вы не поделитесь с данным человеком что-то. Возникнет неприязнь, недоверие. Вторая причина для этого – это то, что если данный человек сильнее вас биополем, если завидует вам или не чистосердечен, то во время сна он отберет у вас то, что хотел бы иметь в своей жизни. А тот посыл негатива, что вы получите взамен, принесет неприятности и даже беды.
Никогда не кладите на подушку ноги, так как на ступнях ног, как вы уже знаете, у каждого из нас расположены жизненно важные энергетические каналы. Если подушка вовремя не очищена или же с ней не все в порядке, например, сделана порча, то это способно перекрыть эти каналы, из-за чего вы начнете болеть. Не будет сил на то, чтобы воплощать в жизнь планы, мечты, желания. Она станет скучной, монотонной, а негатив вокруг вас будет только приумножаться, из-за чего могут перекрываться и другие каналы, а жизнь может быть в конце концов разрушена. Если вы едете кому-то в гости или же на отдых, везите с собой подушку, так как вы не можете быть уверены в том, какими энергиями в том месте данная подушка будет напитана и что во время сна вы подберете в свою жизнь. Если возможности вести подушку нет, перед тем, как лечь на нее спать, ее нужно очистить с помощью кристаллов крупной соли. Их нужно завернуть в кусочек светлого материала или белую салфетку. Поводите ней по подушке тщательно, при этом проговаривайте такие слова. Соль, все, чем напитана данная подушка, собирает, от негатива ее очищает, если зло ее напитало, то прогоняет. Буду на ней спать, ничего к себе не привлекать, в сны сладкие погружаться и энергетически перезагружаться. После чего соль смойте под проточной водой, а салфетку или же ткань сожгите. Это очень простое действие, но вам не придется ни о чем переживать. Вам ничего не будет угрожать, а все энергии не только сохранятся, но и притянут нужные для перезагрузки во время сна. И вы хорошо будете высыпаться и отдыхать, а ваши сны будут красочными. Нельзя спать на подушке на полу, так как во время сна вы притянете к себе не только негативную энергию, но можете впустить в свое энергетическое пространство и злую сущность, которая начнет контролировать вашу жизнь. Вас в ночное время будут наполнять страхи, какие-то неприятные ощущения, и вы будете ощущать, что возле вас кто-то есть, что вызовет страшную депрессию, с которой вы можете просто-навсего не справиться. Если по какой-то причине вам нужно некоторое время так спать, кладите под подушку лавровый лист и скажите такие слова. Подушку на лавровый лист сверху кладу, беды и неприятности отгоняю, а светлые энергии, счастье в свою жизнь привлекаю. Во время сна он защищает, сущностей не подпускает. Утром такой вот лавровый лист нужно сжигать, пепел смывать под проточной водой. Проделывать это столько нужно дней подряд, сколько будете спать на полу. Так вы сможете защититься от ненужных жизненных событий и бед. Не стоит ставить на нее тарелку, чашку с напитком, компьютер, так как это не подставка, а предмет, который должен служить только для сна и контактировать только с хозяином. Такие необдуманные действия притянут в вашу жизнь поток из мелких неудач, в котором одна неудача будет перерастать в другую, более крупную и неприятную. Если сделаете такое действие с подушкой кого-то из членов семьи, то привлечете ненужную энергию, которая во время сна будет притягивать к данному человеку страшные сны, а между вами будут возникать разногласия. Не кидайте на подушку одежду, ни свою, ни чужую, так как одежда способна впитывать энергию тех, с кем вы на протяжении дня контактируете. Кинув ее на кровать, вы нарушите энергетический баланс и атмосферу, что притянет дисбаланс уже в отношения. Кинете одежду на подушку, притянете еще и беды в свою жизнь. Может произойти какой-то несчастный случай, попадете в переделку, где можете пострадать. Не стоит детям играть с подушками, так как подушка – это не игрушка. Мало того, что они во время игры могут что-то разбить, и вас это не порадует, вы разозлитесь, а подушка впитает вашу злость, что скажется на том, какие энергии она начнет притягивать. К тому же, если дети будут играть со своей подушкой, будут беспокойно спать, если с подушкой взрослого человека, то могут попасть под чужое влияние того, у кого биополе будет сильнее, так как энергетика, которую впитала данная подушка, может подавить их собственную. Когда вы перестилаете кровать, не кидайте подушку на пол. Это действие притянет негативные события в вашу жизнь. Не стоит относиться к подушке без уважения, так как и она во время вашего сна может показывать вам то, что вас очень неприятно впечатлит. Ни в коем случае нельзя класть подушку на стол. Это необычайно негативная народная примета, которая может повлечь за собой смерть того, кому она принадлежит, или наполнить жизнь данного человека страшными событиями. Данный человек может утратить то, что ему очень дорого, и то, что он ценит в своей жизни.
Еще одной негативной народной приметой считается, когда сами себе шьете подушку. Так как это притянет в жизнь беды, биополе не сможет противостоять никакому негативу, даже небольшому. Также все может закончиться достаточно печально, смертью того, кто ее пошил. Если во время сна подушка соскальзывает с кровати, это означает, что вас ожидают неприятные жизненные перемены. Поэтому, чтобы их избежать, потрусите трижды подушку и сказав: все, что подушка сулит, я струшу, в свою жизнь не привлеку. Беды и печали стороной обойду. Это поможет нейтрализовать народную примету. Запомните, подушку нельзя дарить и принимать в дар, так как это плохая народная примета, которая может привлечь беды и несчастья, травмы, можно попасть даже в аварию. Если такой подарок будет преподнесен на день рождения, то год будет наполнен печалью. Поэтому не бойтесь отказаться от такого подарка, так как это вас от многого убережет. А если человек дарит ее с дурным умыслом, то такое действие сохранит вам жизнь. Проветривайте свою подушку, грейте ее под лучами солнца, проводите чистки. Тогда она будет во время сна вас не только наделять сильными и светлыми энергиями, но и оберегать от разрушительных энергий, различных бед и неприятностей, окружая вас приятными ощущениями, сладкими снами, после которых вы будете просыпаться бодрыми, при этом как физически, так и энергетически. Друзья, используйте, пожалуйста, эти знания себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной, ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.